Здравствуйте, друзья! Что скрывают пески Сахары? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Из истории развития человечества известно, что самые первые и великие цивилизации возникли в долинах Нила, Евфрата, Тигра, а также в некоторых районах Ближнего Востока. Затем археологи открыли долину Инда и некоторые места китайских рек. Все эти места характеризовались следующими чертами: теплые климатические условия, плодородная земля и, самое важное, наличие пресной воды. Ученые и исследователи были уверены, что на запад от Нила цивилизации быть не может. Огромная пустынная местность пугала людей. Это пустыня Сахара. Если проанализировать высказывания первых исследователей, ученых, археологов, то складывается мнение, что пустыня Сахара представляет собой враждебную человеку местность. Так, в V веке до нашей эры Геродот в своих работах описал песчаные дюны, соляные купола и мрачность пустынного мира. Затем, позже, другой ученый Страбон описывал, как жители пустыни бережно относятся к воде. А еще через столетия ученый Плиний подтверждает описание других исследователей и говорит, что в пустыне совсем нет воды и очень редкое явление дождь. Но со временем исследователи и археологи все дальше продвигались вглубь пустыни. От них начали приходить интересные известия, что в пустыне были обнаружены всевозможные изображения на скалах, которые свидетельствовали о постоянном проживании в этих местах людей. В прошлом веке французская археологическая экспедиция под руководством Дюверье видела петроглифы в Ливии. Затем, через некоторое время, рисунки животных на скалах заметили немецкие путешественники. Этой археологической экспедицией руководил ученый-историк Нахтигаль. Затем и другие путешественники обнаруживали на скалах петроглифы и рисунки. Но сенсации из этого никто не делал, ибо ученые не задумывались об их ценности. Но только к середине прошлого века эта ситуация начала понемногу изменяться. Археологические экспедиции, находясь в Сахаре, начали все больше внимания уделять фрескам, петроглифам. У ученых начало изменяться мнение о жизни первобытного населения пустыни. В связи с этим у них появилось множество вопросов. Так, например, почему на фресках нарисованы изображения таких животных, как бегемоты, страусы, носороги, жирафы? Большой интерес вызвали изображения египетской ладьи и лошадей с колесницами. В 1932 году военный офицер Бреннан, который служил в Алжире на плато Тассилии, зарисовал некоторые из фресок плато. Бреннан еще и был художником. Все, что он увидел, не могло оставить его равнодушным. Все вызывало у него восторг и восхищение. Зарисовки фресок он отослал великому специалисту первобытной живописи Брейлю. Зарисовки фресок произвели на Брейля неизгладимое впечатление, и он стал просить французское правительство отправить в Сахару археологическую экспедицию. Экспедиция была организована и отправлена под руководством путешественника и историка А. Лотта. Эта экспедиция была хорошо подготовлена и снабжена современным оборудованием и техникой. Французские исследователи отправились в Сахару на длительное время, и их задачей была не зарисовка изображений, а точное их копирование в цвете. В составе экспедиции были художники, фотографы, кинооператоры. Все участники экспедиции работали в тяжелых климатических условиях. Однако почти за 2 года работы они сделали очень многое в открытии мира Сахары. У них у всех поменялось представление об этом пустынном месте. Большая часть работы экспедиции была посвящена изучению плато Тассили. Интересен перевод слова Тассили – речное плато, а ведь рек там совсем нет. Размеры его в длину около 800 километров, а в ширину до 60 километров. С юга Тассили возвышается над плоскогорьем Ахагара. Хребтовая часть Тассили песчаная. Имеется множество каньонов, которые образованы водными потоками. Вода изрезала всю территорию массива, и образовались фигуры причудливых форм. Вот загадка природы: откуда же здесь вода? Есть один ответ на этот вопрос. Очень давно, в прошлом, в этом крае жили люди.
о чем свидетельствуют средневековые города с древними архитектурными постройками. Но все это сотрудникам экспедиции еще предстояло изучить и научно обосновать. Трудностей им в экспедиции хватало. Было непонятно, что переносилось легче – жара или холод. На жару все члены экспедиции реагировали лучше, ведь отправляясь в Сахару, все были готовы к жаре. А вот холод… По ночам вода в сосудах покрывалась льдом, одежда – инеем. Ветры, правильнее сказать песчаные бури, сносили палатки, и весь лагерь засыпали песком. Самым непредсказуемым явлением, которое перенесли члены экспедиции, было наводнение. Несколько лет в этом крае не было дождей, и вот, именно когда работала экспедиция, дожди прошли дважды. Дожди были ливневые на протяжении нескольких дней. А если ко всему этому кошмару еще добавить множество ядовитых змей и скорпионов, то получается совсем страшная картина. Постоянная жажда преследовала исследователей на протяжении всей экспедиции. Иногда люди не выдерживали и пили грязную воду из водоемов с насекомыми. В конце концов, все эти трудности были преодолены, ведь члены экспедиции в основном были молодого возраста. Без перерыва, с риском для жизни, руководитель экспедиции Лот и его отряд карабкались по скальным выемкам, по стенам пещер, накладывая на изображения фресок большие бумажные листы, копируя на них изображения, а затем раскрашивая их, чтобы сохранить точность соответствия. Они тогда совсем не думали, что совершают подвиг. По изучению самых ранних фресок Тассили, которые были выполнены около 7000 лет назад, можно сделать вывод, что в то время Сахара не была пустыней. На фресках изображаются очень точно и выразительно охотники и множество животных огромных размеров – слонов, муфлонов, антилоп, носорогов. А если еще и сопоставить эти факты с проведенными геологическими исследованиями, то в заключение можно сказать, что Сахара была, по всей видимости, зелена и многоводна. Анализируя следующий период, мы видим, что в художественных произведениях и работах появляются новые направления. Художники начали рисовать божественные образы огромных размеров. В этом периоде среди множества таких фресок выделяется фреска, названная Лотом «Белая дама». На ней изображена бегущая чернокожая женщина в непонятном головном уборе. Во время скотоводческого периода, охватившего около 1500 лет и завершившимся за 1000 лет до нашей эры, резко начал меняться климат Сахары. На фресках появились изображения в большом количестве быков и антилоп. Так, на одной фреске Лот насчитал более 50 животных. На многих фресках изображены жители Сахары. Заседание совета старейшин в одном кругу. Обычно у мест, где нарисованы фрески, находились кухонная утварь, сосуды, стрелы и даже украшения. На более поздних фресках изображены уже лошади, конские упряжки, затем навьюченные грузом верблюды. А затем, без всякого сомнения, люди покинули этот край, так как пустыня надвинулась на них, и жить в этой засухе они уже не могли. Скорее всего, их путь лежал к Средиземному морю. Только редко можно было встретить шатер турингов. Но они не знали, откуда взялись эти картины, и не знали, какие животные изображены на этих фресках. А если посмотреть на черты лица людей, то они очень разнообразны. В большом количестве встречаются негроидные черты лица, а также похожие на египтян и ливийцев. В настоящее время несколько тысяч фресок из Тассили, выполненные членами экспедиции, заняли одно из почетных мест в Парижском музее человека. Хочется заметить, что в этом музее находится и множество копий, снимков, привезенных членами других экспедиций, которые были проведены позже Лота. С их помощью мы можем оценить уровень развития древних обитателей центральной части Сахары, разгадать загадки истории развития этого пустынного края, оказавшимся совсем иным, чем мы предполагали. По фрескам подробно проследили сахарскую цивилизацию, которая развивалась так же, как египетская культура или культура Инда. Но природа оказалась сильнее народа Сахары, и сахарская цивилизация оборвалась, не оставив после себя величественных храмов и даже городов. Но те художественные произведения, которые оставили после себя художники Сахары, заставляют нас преклониться перед ними. Ведь только с помощью их работ
мы так подробно узнали о мире, похороненном пустыней. Возможно, под песками пустыни Сахары люди когда-нибудь найдут огромные города могущественной и развитой цивилизации. А как вы думаете, была ли цивилизация на месте песков Сахары? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я думаю, многим будет интересно узнать ваше мнение. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.